Приветствую всех! Неоднократно вы меня спрашивали: Илья, что выбрать мне лучше? АЛЦ основание или ЗЛЦ? либо вы спрашивали меня, Какое основание лучше? АЛЦ, к примеру, Жан-Жаке, либо ЗЛЦ? В этом ролике я постараюсь полностью раскрыть, в чем разница основания АЛЦ и ЗЛЦ на примере основания Butterfly Жан-Жаке. Прежде чем перейти к игровым характеристикам этих оснований, вы, наверное, сейчас меня спросите: Илья, какой вес этих оснований? Я подготовился и вам отвечу. Вес основания АЛЦ составляет 91 грамм, вес основания ЗЛЦ составляет 90 грамм. То есть вес практически одинаковый. Следующий критерий, по которому хотелось бы сравнить эти два основания, это скорость. Я сейчас мячиком понабиваю, вы посмотрите, во-первых, по звуку, какой из них звонче, какой из них не такое звонкое. Во-вторых, по площади отскока у этих двух оснований. АЛЦ. ЗЛЦ. АЛЦ. ЗЛЦ. Вы сейчас все прекрасно слышали, что основание Жан-Жаке ЗЛЦ было немного звонче, чем Жан-Жаке АЛЦ. Следовательно, на обычном плоском ударе, также на накатах, основание Жан-Жаке ЗЛЦ будет вести себя немного побыстрее, чем основание АЛЦ. Так оно есть и на практике. Следующий критерий, который хотелось бы отобразить, это задержка мяча. Задержка мяча на основании Жан-Жаке АЛЦ намного больше, чем на основании Жан-Жаке ЗЛЦ. Отсюда и следует следующий вывод, что вращение, которое можно создать основанием Жан-Жаке АЛЦ, можно сделать его на порядок больше, чем Жан-Жаке ЗЛЦ, поскольку мячик там будет больше у нас находиться и есть больше возможность его прокрутить. Следующий немаловажный фактор – это контроль этих двух оснований. Сейчас разобьем нашу игру на на два удара. Это пассивные удары и активные удары. К пассивным ударам мы отнесем подрезка и блок. К активным это топ-спины. На пассивных ударах, на подрезке основание АЛЦ ведет себя немного поконтрольнее, поскольку мячик немного там задерживается и он не так активно вылетает из накладки, чем из Жан-Жаке ЗЛЦ. На блоке эти основания ведут себя уже зеркально. Ведут себя следующим образом. На блоке основанием Жан-Жаке ЗЛЦ блок ставить контрольнее и комфортнее, чем основанием Жан-Жаке АЛЦ. Это связано с тем, что задержка у основания ЗЛЦ, как я уже сказал ранее, немного меньше. Отсюда, соответственно, мячик у нас не успевает полностью вкрутиться, сильнее вкрутиться в резину, в основание, и он сразу у нас прямолинейно вылетает из доски. Отсюда его легче будет поджать, когда приходящее у нас вращение. Следующий момент, какой хотелось бы сказать, это уже переходим к активным ударам. Здесь уже на любителя. Накаты, топ-спины, которые, особенно топ-спин более плоский, более завершающий, делать быстрее получается основанием Жан-Жаке ЗЛЦ. Но топ-спины, которые рассчитаны не столько на скорость, а сколько на вращение, это первый ход, либо первый ход, когда вы делаете, немного прокручивая его, мячик на ракетке, делать Жан-Жаке АЛЦ куда намного интереснее, чем Жан-Жаке ЗЛЦ. Делаем вывод, что удары, которые рассчитаны более на скорость и на плоский удар, Жан-Жаке ЗЛЦ делать намного лучше, чем Butterfly Жан-Жаке АЛЦ. И наоборот, в удары, которые рассчитаны больше на вращение, делать Жан-Жаке АЛЦ лучше, чем на ЗЛЦ. Здесь вы уже подбираете под себя. Теперь переходим к игровому опыту игры этими двумя основаниями. Напоминаю, что резинки были одинаковые на этих двух основаниях. Прям сразу переходим к примеру. Вы наверняка видели мою игру и примерно представляете, из чего она образовывается. Какие удары у меня в приоритете. К примеру, привожу. В один прекрасный момент мне делают подрезку, мяч немного завышается, я основанием АЛЦ делаю заход, делаю удар,
работаю на мяче, какое-то время мячик у меня сидит на мяче, и я его направляю в стол как будто броском. Беру основание баттерфляй Жан-Жаке ZLC, делаю точно такой же удар, и когда я пытаюсь мячик обработать на ракетке уже этим основанием ZLC, мячик у меня уже улетает примерно 2 метра за стол. Отсюда делаем вывод, что работа на мяче основаниями ZLC, она намного сокращена, чем на основании ALC. Следующий момент, то же самое, связано именно при игре на мяче. Мне подают подачу, я ее по привычке пытаюсь спилить основанием ALC, у меня относительно получается неплохо. Основаниями ZLC я делаю то же самое движение, немного работая в мяч и как бы протягивая его вперед, мячик у меня всегда поднимается. Значит, делаем вывод, что игрок, который привык играть основаниями ALC, ему будет очень тяжело перейти на основание ZLC, поскольку немного принцип техники, все немного другое. Подводим итоги. Какое основание кому я хотел бы посоветовать? Если ваша игра больше рассчитана на вращение, на рваную игру, где вы стараетесь замедлить, подтянуть соперника к сетке, то есть она не прямолинейная, я советую основание ALC. Если же ваша игра более прямолинейная, вы подаете быстрые подачи с верхним вращением, далее у вас идет плоский тычок, либо сразу вы делаете топ-спин, более плоский, не рассчитанный на вращение, в этом случае я бы вам посоветовал ZLC. Надеюсь, мой ролик вам будет очень сильно полезен. Всем спасибо за просмотр, до встречи.